Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, посвященную обзорам различных масштабных моделей, выходивших в европейских журнальных сериях около 10 лет назад. И в сегодняшнем видео я вам покажу, на мой взгляд, очень симпатичную и хорошую масштабную копию. Это грузовой автомобиль марки Barkas B1000, и эта масштабная копия выходила в рамках проекта «Культовые автомобили Польши» под номером 65, и модель появилась в продаже в феврале 2011 года. Данная масштабная копия копирует прототип 1976 года, и эта масштабная копия также выходила в более дорогостоящем издании East Models, и, если не изменяет память, модель имела точно такой же окрас кабины бежевого цвета, а кузов был, по-моему, коричневым. И, конечно, модель у Иста была более детализированной, у нее был окрашен салон, колесные диски, дворники из фототравления. Естественно, модель поставлялась не в блистере, а в боксе, но формы точно такие же, поэтому для себя не видел смысла покупать более дорогостоящие изделия. И сам прототип, конечно, мало кто видел, во всяком случае у нас я не вспомню, чтобы такие грузовички передвигались на дорогах общего пользования. Возможно, эти машины существовали, но на мою память я не запомнил ни одного автомобиля. И этим и хороша журнальная серия, что вы можете в коллекцию приобрести необычную технику, например, польского производства, ГДР и так далее. Потому что именитые бренды особо не обращают на эти машины внимания, они выпускают наиболее культовые автомобили, Мерседесы, BMW, Опеля и так далее. А вот такую технику почему-то стараются обходить стороной. Но, с одной стороны, это неудивительно, потому что на нее очень маленький спрос. Но опять же, повторюсь, для тех людей, кому интересна техника таких стран, это очень хорошее решение. И также Barkas выходил в рамках российской журнальной серии «Автолегенды СССР» под номером 158. Это был микроавтобус. И у меня тоже есть такой микроавтобус в коллекции, только эта модель из польской серии. Я тоже покупал ее значительно позже в одном интернет-магазине. И тут модель, как и грузовичок, поставляется без журнала. И как раз мы сможем ее сравнить с грузовиком, посмотрим, какие у двух моделей визуальные отличия. И я вам приготовил для сравнения советский аналог грузовичка, но посмотрел, в моей коллекции особо и нету похожих автомобилей, поэтому я взял старый УАЗик от русской миниатюры. Конечно, это полноприводный грузовичок, но тем не менее размеры более-менее схожи с этим импортным аналогом. И покажу вам еще один пикап, который мы тоже можем сравнить с данным автомобилем. Это Тарпан, польская машина, тоже довольно симпатичная. И этот вариант выходил в рамках российской серии «Автолегенды СССР», которую уже впоследствии переименовали «Автолегенды СССР и соцстран». И давайте распакуем блистер, посмотрим на этот грузовичок поближе. Тут стандартная упаковка с серебристой подложкой, указан прототип, также есть значок East, который говорит нам о том, что эта модель сделана на их формах. Другая информация. Я уже распаковывал эту масштабную копию, проверял ее на наличие дефектов, и на удивление тут аккуратная покраска и сборка. Практически не к чему придраться, отсутствуют пятнышки клея, отсутствуют какие-то подтеки на лакокрасочном покрытии, и у этого грузовичка очень необычный футуристический дизайн. Если вы посмотрите, то тут плашка салона из пластика, окрашенного в массе. Конечно, нужно окрасить панель приборов, сиденье, тогда модель сразу преобразится, но в таком виде тоже можно поставить ее на полку. Покрышки тут более-менее нормальные, но такое ощущение, как будто они шире, чем должны быть на самом деле, и тут вполне хорошие колесные диски. И эта масштабная копия очень легкая, потому что из металла тут только кабина, рама и кузов пластиковые, и это переднеприводный автомобиль, тут отсутствует карданный вал, и очень интересно сделан дизайн рамы. И помимо Иста и журнального варианта, такую модель также выпускала компания Шуко.
И мне изначально казалось, что у Шуко модель сделана тоже на формах East Models, но когда начал рассматривать модели более детально, оказалось у Шуко своя собственная разработка, но та модель в плане детализации уступает основным изделиям этого бренда. И, например, на баркасе от Шуко дверные ручки тоже отлиты вместе с кабиной грузовичка и обозначены краской. Тоже очень примитивно сделана ходовая часть, правда, там, по-моему, более длинная версия и немножко видоизменен кузов. Но, тем не менее, не стал покупать модель от Шуко в свою коллекцию, потому что, повторюсь, сами прототипы не столь интересны, но для истории, я думаю, такие модели можно иметь в коллекции. И тут вполне хорошая детализация бортов на кузове, правда, отсутствует внутренняя расшивка, и у этой модели отдельный тент. Правда, на этом варианте он вклеен. Я думаю, его вклеивают на все масштабные копии. Конечно, при желании можно его отсоединить, но, скорее всего, повредится лакокрасочное покрытие. И нету смысла отсоединять тент, потому что в таком виде модель смотрится более привлекательно. Если вы посмотрите, тут также сзади установлены прозрачные фонари, поворотники, катафоты, и эти детали смотрятся более правдоподобно, чем если бы их окрасили обычно красной краской, как делают на других масштабных копиях. Также установили регистрационные номерные знаки спереди и сзади, присутствует противоподкатный брус, и тут на задней части установлено запасное колесо. Правда, запаска взята от обычного колесика вместе со ступицей, с крепежными болтами. Конечно, можно высверлить отверстие, чтобы она смотрелась более реалистично, но опять же, это и время затраты, и мне лично уже надоело дорабатывать каждую масштабную копию, поэтому оставил их в таком виде. Возможно, в будущем и начну дорабатывать эти модели, если будет свободное время. И тут, конечно, желательно окрасить выхлопную трубу, тогда тоже модель будет смотреться лучше. И на нижней части кузова указан масштаб, прототип, и, конечно, эта модель изготовлена в Китае. И тут установлен небольшой топливный бак, правда, задняя его часть с отверстием. И по-хорошему тоже нужно делать заглушку, потому что если вы посмотрите с водительской стороны, то это сильно бросается в глаза. Оформление передней части тут тоже вполне нормальное. Хорошо получилась решетка радиатора. Также более-менее нормальная светотехника, окантовка фар в хроме. Вид портят черные точки, но это поправимо. Можно демонтировать линзу, сделать подложку из фольги. И тут на фарах присутствуют рассеиватели. Тоже мелочь, но приятно. И если вы посмотрите, поворотнички тут тоже сделаны на должном уровне. Ну, вот так можно посмотреть, как выглядит эта модель с других ракурсов. И давайте посмотрим на масштабную копию микроавтобуса. И микроавтобус намного тяжелее, потому что тут массивный металлический корпус. И эта модель ко мне пришла с браком. И, насколько я помню, тут отсутствуют окошки за водительской дверью. Должна быть еще одна пластинка, но на моей модели ее не было изначально. И как раз вы можете посмотреть, на микроавтобусе стоят другие колесные диски с хромированными колпаками. Также, если посмотреть на переднюю часть, на микроавтобусе дворники окрашены серебристой краской, на грузовичке они из черного пластика, окрашенного в массе. Точно такая же решетка радиатора, точно такая же осветительная техника. Поворотнички на автобусе желтые, на грузовичке оранжевые. Соответственно, другие регистрационные номерные знаки. И если посмотреть на заднюю часть, то на автобусе установлены другие задние фонари. Правда, они тут похожи на какие-то леденцы. Очень большая деталь, и на настоящем автобусе, я думаю, тут должен быть хромированный ободок. А нижние части выглядят у двух моделей примерно так. Но повторюсь, если держать обе модели в коллекции, то они нормально смотрятся на полке. И, по-моему, больше баркасов и не выпускалось. Конечно, если посмотреть на фотографии в интернете, то были и небольшие сидельные тягачи. И, кстати, я вот сейчас вспомнил, баркас выпускал, по-моему, производитель Autocult.
Там был микроавтобус с прицепом, открытый вариант для перевозки туристов. И похожий микроавтобус также был у RAV, если говорить о настоящих автомобилях. Но модель от Autocult я не брал в свою коллекцию, потому что она стоит, по-моему, 130 евро. И, конечно, такой специфичный автомобиль для очень узкого круга почитателей. Но модель вполне хорошая. Если вы увидите ее в продаже по небольшой цене, можете смело взять в коллекцию и поставить на полку. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, также заглядывайте на мой второй канал и смотрите другие видеоролики. Их на канале скопилось уже больше 1200 штук. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.